А мы с вами вместе со знаменитым Саймоном Хендриксоном продолжаем путешествовать по этому очень кошмарному миру. Если вы не смотрели первую часть сюжета, то это никоим образом не делает вас крутым. Поймите. Остановились мы на этой чертовой двери, которая потребовала от меня целых 2 предохранителя, и с горя пополам я их нахожу. Наконец-то она открылась, спускаемся еще глубже по этому метро на эскалаторе. Все больше и больше этих длинных коридоров, и вот отправной пункт на другую локацию уже перед нами. Но поезд никуда не отправится до тех пор, пока сигнальная система метро не будет отключена. Как-то я проходил и видел небольшой участок стены, состоящий из кирпичей, а тут в поезде еще и кувалду кто-то забыл. Думаю, мысль вам понятна. Да и кувалда оказалась мощным холодным оружием. Всех тут на изи мочу. Разбиваем эту стеночку, и психодел снова продолжается. Хотя по единой тропинке можно заметить, что здесь царит полнейшее безумие. На потолке подвешены клетки с какими-то мужиками, которые причиняют себе увечья разными способами. И как обычно, небольшой паркур. Попадаясь на новую загадку, где вкратце можно разгадать всю историю, всю подноготную Саймона, которая поможет нам понять, а что же здесь происходит. Если вкратце... Машина, инвалидность. Я хотел застрелиться, но потом я решил написать книгу. Вот. А если поподробнее, то после аварии Саймон стал человеком с ограниченными возможностями, хоть и не полностью, но все же он лишился возможности на всю жизнь ходить своими двоими. Это событие так пошатнуло его жизнь, что он не видел иного способа, как взять пистолет и совершить задуманное. Однако тот самый доктор, которого мы встречали, был лечащим врачом и психологом для Саймона. Медикаментозное лечение, морфин и все ему подобные лечащие лекарства не особо помогали Саймону, а лишь усугубляли положение. Да, Саймону становилось легче на душе от употребления всех этих препаратов. Но саму суть проблемы это никак не решало. Серега все еще не может ходить, постоянно находится под воздействием препаратов, отчего его разум почти всегда был затуманен и не был трезв. Ну, короче, получается своеобразное плацебо. И тогда доктор решил опробовать на Саймоне совершенно новый метод лечения. Это был дневник или же просто книга Саймона. В эту книгу Саймон записывал все свои постоянные боли, душераздирающие чувства к Софии, мучения, от которых Саймон постоянно думает о самоубийстве. Весь этот пласт ярко выраженных мыслей Саймона заполнял книгу. И как нетрудно догадаться, сейчас мы с вами, мои дорогие подписчики и недорогие обычные обыватели моего канала, переживаем все то, что пережил и переживает до сих пор сам Саймон Хендриксон. А чтобы узнать, что же произошло дальше, нужно продвигаться снова вперед. Как бы сильно я этого не хотел, но я снова попадаю в пучину безумий Саймона. Одно из его ублюдских безумий — этот гребаный лабиринт, по которому сверху на потолке, подвешенный на тросах, катаются ужасные монстры, на которых лучше нам не натыкаться, или иначе будем проходить весь этот ужас заново. Во флешбеке доктор полицейскому объясняет, что Саймон получил очень большую, что психологическую, что физическую травму, а также узнаем, я бы даже сказал, утверждаем, что у Саймона в плане психики и так было очень туго. Вспоминаем ту же самую Софи, которая не ответила Саймону взаимностью. Вместе или же в совокупе для Саймона создается своего рода стена страданий, которую он так и не смог преодолеть. Что для меня и что для Саймона, страдания в этом чертовом лабиринте наконец заканчиваются. Вылезаем нахер из этой двери и узнаем, что все это причудило Саймону. Саймон по какой-то причине не смотрел первую часть разбора сюжета по этой игре, оттого и не понимает, что происходит. Поэтому смотрите мои видео, не будьте как Саймон. Начинается 5 глава «Бегство во имя добра». Мы с вами появляемся в самом начале локации Саксон-авеню, и угадайте что? Правильно, есть такая буква в этом слове, предохранитель, блять. Но на этот раз благодаря тому коридору можно на изи сократить путь. Имба. Вставляют долбанные предохранители, поезд починен и отправляемся в путь в новую локацию. Без мысли в поезде не обошлось, наконец-то Саймон посмотрел мое видео о разборе сюжета и понемногу начинает догонять, что все происходящее не более чем галлюцинация. Все, что нам остается, это ехать дальше. В другом вагоне прогремел очень громкий звук разбитого стекла. Видимо, мы здесь совсем не одни. Поезд немного затроллил Саймона в том плане, что для того, чтобы продвинуться дальше и путь на поезде прошел совершенно спокойно, нужно в чемоданчик положить отрубленную ногу. Монстры снова лезут из всех щелей, преграждая нам путь, но я не ногой деланный, поэтому... Какого хуя ты не... Блять, ты че, серьезно? Какого хуя? Приношу ногу в положенное место. Сейчас на ваших экранах происходит чуть ли не пункт назначения 6. Глава также 6. Это еще не конец.
Долбодятел Саймон теряет сумку, а так мы с вами находимся на грани смерти. Я, как настоящий ветеран БХОП и МГ-карт, движка Сурс, с легкостью прохожу весь этот паркур. О боги великих сил, я оттуда выбрался. Саймон, как я уже сказал, профукал сумку, а вместе с ней мой пистолет и другие вещи. Ничего кроме старого светильника, палки-копалки и шприца у меня больше нет. Погружаемся в темный и очень страшный лес, на котором многие эту игру выключили и удалили к херам собачьим. А подобные локации меня только раззадоривают, поэтому, пацаны, не ссыте, пугать я вас точно не стану. Ну, может, после этого момента. Извините. Пройдя сквозь тупые загадки, я натыкаюсь на новую часть леса, где первым же делом меня встречает надпись на табличке «Опасайся деревьев». Так какой-то очень добрый человек краткой фразой описал как: «Не подходи к деревьям, или тебя напугает какая-то прошмандоблядская пиздобразие, которая будет веситься перед нами». Очень страшное место, но закалка с меня не спадает. Спасибо Андрюхе, как говорится. Снова встречаем психодел, но только уже состоящий из железных дверей, которые так и норовят нас придавить. Андрюха, ты гений. Только ты мог такую херотень придумать. Доктор заходит в какие-то ворота, а следом и мы. Сначала я подумал, что это особняк, но нет, это госпиталь для душевнобольных. Между прочим, место является ключевой локацией для дальнейшего развития сюжета. Заходим, и тут тоже, как ни странно, жутко бродить по закоулкам. Сейчас мы с вами находимся на финишной прямой всего сюжета. К сожалению, эта часть сюжета, а именно этот госпиталь, является по большей степени тупой ходьбой туда-сюда, где-то включить генератор, где-то разгадать загадку и тому подобное. Я выделю лишь самые важные моменты для самого сюжета. Встречаемся с доктором 1 на 1, отпиздить его, конечно же, не получится, поскольку между персонажами буквально клетка, поговорить мы, разумеется, с радостью. Доктор ничего не хочет объяснять, и чтобы лично с ним поговорить раз на раз, он может открыть клетку. Было бы прикольно, если бы я не сказал слово но мы должны принести ему пистолет, и только тогда с ним получится побазарить. Видимо, из-за того, что в госпитале орудует очень много монстров, а у доктора нет оружия, он просит помощи у самого Саймона. Открывается выбор, отдавать пистолет доктору или же нет. Я услужливо выбираю ответ «да». Here. There's no ammo in it, no. Now, give me the key. You crazy bastard! I'll kill you! Ключ мы получили, зато докторишка в крысу выстреливает в плечо Саймону. На чердаке у двери присутствует всеми известный хайповый кодовый замок. Код нам с помощью небольшой загадки подсказывает какой-то парень с красной толстовкой. Выбираемся на чердак, собирая весь лут на лавочках, и вот он, новый босс, сам доктор. Первый раз этот доктор для меня был чрезвычайно сложным боссом, но геймплей здесь очень простой. Стреляем в доктора, как только он выходит из-за укрытий, попутно расстреливаем монстров, которые спавнятся позади. Благо патронов там накидали знатно. После смерти, то есть победы над доктором, снова лицезреется флешбэк, но только уже личный разговор между Саймоном и самим доктором. Он говорит ему, что таблетки не выход, и можно попробовать новый метод лечения, а именно когнитивная терапия. В эту же терапию и входит написание книги о чувствах, переживаниях и страданиях Саймона. В конце концов, Саймон добивает доктора, размазывая его голову по полу своей ногой. Глава 7. Безопасно лишь дома. Доктор оставляет за собой ключ от черного входа, что уже намекает нам о том, что в этой игре мало чего логичного. Это, так скажу, грехи для продолжения сюжета. А также и пистолет, который мы ему до всего этого дерьма отдали. Выходим из госпиталя, прогулка по лесу и пустимся в небольшое плавание, чтобы поразмыслить обо всяком. Например, о страданиях Саймона или подписка на мой телеграм-канал. Опять же, по самой дрестище, обходя еще кучу препятствий, я добираюсь до последнего пункта назначения – улица, на которой живет семья Саймона. Зайдя в дом, Саймон натыкается на книгу, которую сам и написал, а дальше следует флешбэк.
Финальный босс уже на пороге, до него только нужно колеса крутить, да пристрелить по добру хорошему. Главным боссом выступает сам Саймон, что как бы намекает нам, что этот Саймон олицетворяет все то, что было написано в книге. Другого смысла, я думаю, тут искать не надо. Еле-еле, но мы справляемся со сломленным Саймоном. Далее следует итог всех наших действий. Серега наконец прекращает свои муки и попытки суисайднуться, но это стоило жизни двоих полицейских. Что же в апартаментах забыл Саймон и полицейский, тот еще вопрос. Саймон описывает, что был в состоянии психоза, и его действия по закону не осудят строго. Дальнейшую жизнь Саймон проведет в той же лечебнице, при этом он дописал книгу, и это помогло. Вокруг него воцарилась очень большая поддержка от других близких, доктор в том числе тоже помогает и не является, как нам показала книга Саймона, злодеем. Ну а что до Софии, то София просто навещает его время от времени, а сама ведет полноразмерную жизнь со своим будущим супругом. Саймон заканчивает книгу и больше никогда к ней не вернется. Поздравляю, это хорошая концовка. Все же остальные концовки завязаны лишь на двух выборах. Это тот толстяк, убивать его или нет, и доверие к доктору, стоит ли отдавать ему пистолет или же нет. Что будет, если не убивать толстяка и не давать пистолет доктору? Полицейский входит в квартиру Саймона, где они видят застрелившегося Саймона. Перед этим Саймон успел убить Софию. Саймон проклинает каждое мгновение его жизни, при этом упоминая, что каждый был против него и ничем не помогал. И доктора, между прочим, он тоже порешил. В ходе всего этого текста можно понять, что Саймон словил своего рода передоз, в ходе которого ему начало казаться, что все вокруг него насмехаются над ним, и он шлет всех нахуй. Это, пожалуй, был самый наихудший конец. Все же остальные концовки отличаются. Например, если мы также оставим толстяка в покое, но при этом доверимся доктору, то френдзона с грудью погибнет вместе с нами, а доктор останется жив, потому что Саймон уверен, что он пытался помочь. Предпоследняя концовка добивается путем убийства толстяка и недоверием доктору. Повествует все о том же, Саймон страдал и в конечной просто покончил с Роскомнадзором без лишних убийств и его окружающих. И закончим, пожалуй, бонусной или же секретной концовкой. Помните, в прошлой части я говорил, что мы вернемся еще к этому почтовому ящику. Однако нам нужно вернуться в самое начало, где есть эта дверь. В ней лежат всякие прибамбасы от наших достижений. Прошел на ту или иную концовку. Вот тебе какое-то там оружие. К выбиванию всех этих коллектаблсов мы еще вернемся. Забираем конверт и проходим все заново, доходя до самого почтового ящика и вкидываем письмо внутрь. А дальше доходим до дома Саймона. Этот же конверт пришел на порог Саймона. В конверте были какие-то таблетки. Саймон ими закидывается и попадаем в тоже в своего рода психоделику. Если вы имеете хоть какое-то небольшое представление о прошлой игре от Андреаса, а если точнее об Afraid of Monsters, то поймете, что вся эта концовка прямая отсылка к прошлому проекту Андрюхи. Проходим паркур, головоломки, огоньки и натыкаемся... What the fuck? You? Why? Oh, you're gonna regret this. You're gonna regret this big time. Come back here! Come back! Ну, короче, главный герой игры Afraid of Monsters, то есть Дэвид, по случайности в нетрезвом состоянии сбивает Саймона. По итогу он убегает, а Саймон остается на своем месте. Концовка является фановой и отсылкой, поэтому ее не стоит рассматривать таковой частью сюжета. На этом концовки основной сюжетной линии заканчиваются. Остаются лишь сюжеты других компаний, где мы будем играть за самого доктора и за полицейских. За доктора геймплей более спидранерский. Если коротко говоря, то задача доктора сжечь ту самую книгу Саймона во избежание дальнейших последствий. Но концовка настолько маленькая, что других подробностей она толком не раскрывает. В то же время сюжетка про полицейских более интересная. Она раскрывает похождения полицейских в закромах головы Саймона или в его книге, чтобы весь этот кошмар наконец прекратился. Полицейские проходят через все эти ужасы Саймона со слегка измененным левел-дизайном и, конечно же, концовкой. Полицейские каким-то образом попали в прошлое, а именно в день аварии, когда Саймон должен был лишиться ног. Но благо добрые полицейские заранее арестовывают водителя той машины, что намекает на хорошее развитие действий. Саймон идет вместе с Софи, держась за руки. Пожалуй, это была лучшая концовка, но она очень надуманная и не является каноном, поскольку это все не более чем сказка. Самой лучшей, по моему мнению, концовкой это была моя концовка, где Саймон убивает двух полицейских и восстанавливается в здравом смысле. Она более реалистичная
и надеяться на то, что здесь произойдет вау-эффект, а-ля Софи хочет быть Саймоном и так далее, не стоит. Это были концовки всех основных сюжетных линий, и на очереди остаются только DLC или дополнительные сюжетные кампании, которые делали либо разработчики, либо фанаты. О них мы с вами поговорим в следующей части. Поверьте мне, там есть о чем поговорить. На этом все.